Друзья, 12 часов в Киеве, мы на Контрактовой площади с Ладой. И приехали как раз к обеду. Сегодня мы с Ладой собираемся прогуляться по Контрактовой площади. Но прежде мы хотим зайти и пообедать, потому что приехали в обед. И у нас уже в животах урчит, нужно бросить что-нибудь в топку. Привет! Привет, вы в настоящем моменте. Пойдемте посмотрим, что нам предлагает пузатая хата. Спасибо. Спасибо. И много места. Ще бажаєте до квасолі? Ничего. Слушайте, ну прекрасный ресторанчик, недорогой, это пузатая хата, считай столовка практически, да? И мы вот здесь на 216 гривен набрали еды, немножко, чисто чтобы желудок как бы не болел. Так, у нас тут каждый борщ стоит по 56 гривен, как кофе с молоком стоит 40 гривен и чай стоит 24 гривны. Пирожок 18. Еще по 18. Да, каждый по 18. Да? И кусочек хлеба 2 гривны. Еще кусочек хлеба 2 гривны. И смотрите, и мы сидим здесь с таким видом. Ну, это просто потрясающе. Тогда я тоже буду есть. Спасибо пузатой хате. Мы подкрепились. Теперь мы готовы к съемкам. Хотим сегодня прогуляться по Подолу. Вот надпись I love Подол. Подил, если правильно. И хотим сегодня прокатиться на вот этом вот колесе обозрения, показать вам Киев с высоты. Вы знаете, мы последний раз катались на таком колесе обозрения в глубоком детстве. Поэтому нам просто любопытно. Пора. А билеты стоят 150 гривен с одного человека. Да, ничего себе. Не так-то и дешево. Два, будь ласка. Ух ты. Ура! Дырка, стекла нету. Колесики крутятся. Мы уже почти над Контрактовой площадью. Немножко колыхаемся здесь. Вот. В этом ресторанчике мы сейчас пообедали. А дальше собираемся пройти в ту сторону. Ой, наша кабинка колышется немножко. Очень любопытно. Вот эти вот колокола звонят каждый час. Друзья, в ту сторону Почтовая площадь и центр Киева. На холме мы видим против солнца, правда, Андреевскую церковь. Весь Подол уже открывается здесь. Обалдеть! Гостиный двор, правда, вот этот вот уже 100 лет стоит в таком состоянии, недостроенный совсем. Видите, сколько всяких куполов, церквей, крыш у нас здесь. Слушайте, какой-то телячий детский восторг я испытываю от этого. А у меня ноги трясутся, не знаю. Я боюсь высоты. Ладно, трясутся ноги. Вот под нами Киево-Могилянская академия. Мы раскачиваемся с Ладой. Может, ты лучше сядь, нет? Или это нормально? Это нормально, это ветер. Я вот только не знаю, что, если вдруг воздушная тревога. О, а мы остановились, да?
Вот, смотрите. Мы остановились здесь, стоим, дальше не едем. Так и будем теперь. Воздушная тревога, все. Сегодня рабочий день, вторник, 21 марта. И сегодня, по сути дела, уже началась весна. Даже Как классно! Я как лечу вроде вообще. Обалдеть! Смотрите, смотрите! Покажи вот это. Смотрите, как классно, да. вот отсюда самый красивый вид получается, когда опускаешься. Днепр, мост и колышущаяся Я наша даже забыла бояться. кабинка. Ладно, даже забыла бояться. Сейчас такая погода на улице, где-то плюс 15 градусов тепла и вообще непонятно, как одеваться. Как-то теперь надо выпрыгнуть будет отсюда, да? Я что, надеюсь, тут один раз? Или вот отсюда? Вот отсюда. Выпустите нас отсюда. А сколько мы будем крутиться? Фух. Ладно, испугалась. Я думала, опять дальше пойдем. Каріна, ні-ні-ні. От сюди, десь тут, не туди, доця, ось що, дивіться. Лада испугалась, что мы сейчас по второму кругу поедем. А это в наши планы не входило. Все, начинаем прогулку. Друзья, солнечно, очень хорошо. Сегодня на улице тепло, приятно находиться. Я просто хотела сказать, что представь, так запустили на колесо, потом для того, чтобы выпустить еще 300 гривен. Еще деньги нужно платить. Ну да, они могли и такое придумать. Почему бы и нет? Но закралось сомнение, да? Друзья, может показаться, что мы тут праздно шатаемся, веселимся и забыли про то, что сейчас идет война. Нет, мы не забываем об этом ни на минуту. Просто мы не хотим акцентировать на этом внимание в каждом своем видео. Хотим, чтобы были и такие ролики, в которых все хорошо, все весело, солнечно и счастливо. Сейчас мы подходим к контейнерам. Здесь прямо на площади стоит такая инсталляция из морских контейнеров. На самом деле это какая-то арт-выставка. Здесь показывают искусство. Мы в прошлый раз здесь проходили, узнавали, что это такое. И выяснили, что эта выставка называется Mod Object. Здесь можно посмотреть какие-то картины, какие-то инсталляции. Давайте заглянем в окошко немножко. Плохо видно. Стоят какие-то манекены с топорами в масках. Спросили, сколько это будет стоить сюда зайти, нам сказали 200 гривен с человека. Это пропановано, то есть это как бы от 200 гривен. От 200 гривен. Можно и больше. Можно и больше. Но вон еще какой-то есть контейнер небольшой. Здесь, видите, комнатка небольшая. Ну, кстати, я думаю, что это, возможно, жилье будущего будет выглядеть вот таким образом. Из всяких контейнеров или модулей. В прошлое уйдут вот такие вот помпезные дома с лепниной. А будет модно делать что-нибудь сборное такое. Мы же можем подсмотреть немножко, что за современное искусство. Смотрите, картины. Какие-то картины. Ну и зачем платить 200 гривен? Мы уже посмотрели выставку. Так, это Киево-Могилянская академия. Дальше музыкальный театр на Подоле. И мы сейчас пройдем немножко в ту сторону и посмотрим обалденно красивый мурал на всю стену. В общем, сегодня рабочий день, и люди здесь, ну, как бы, по-моему, по делам все ходят. Кстати, в ресторанчике, в котором мы обедали, достаточно много людей, потому что сейчас как раз обеденный перерыв, и люди пришли поесть. Там недорого относительно, ну, относительно всяких крутых ресторанов. Если мы с тобой вдвоем пообедали за 216 гривен, то есть человек может за 100, практически за 100 гривен пообедать. Я считаю, это очень хорошо.
Да. в центре Киева. Большая миска борща меня вполне насытила, честно вам скажу. С мясом. Кофеёки и плюшка. И все нормально. Вот, друзья, я шел сюда для того, чтобы посмотреть на вот этот вот мурал. Я сдалека его заприметил в прошлый раз, но близко не подходил. Здесь какой-то такой дядечка нарисован, не знаю, латиноамериканской внешности, с усиками, похожий на Сальвадора Дали. Хотя нет, у Дали были усики вверх. Не знаю, какая была задумка у автора, что выражает, какую мысль выражает это полотно, но смотреть интересно. Вот одна из улиц. Вот так вот даже вдоль посмотреть. Она, кстати, выводит к Днепру. Туда. И мы бы могли вот пройти и перейти, показать вам реку, но на самом деле нам препятствует там шоссе. Набережно-Крещатицкая улица, которую не пересечь в этом месте вообще. И вот еще небольшой мурал. Это Пиноккио. Друзья, подписывайтесь на наш инстаграм. Там вы явно сможете увидеть вот эти фотографии, которые сейчас делает Лада. Ух ты, как красиво летят голуби. Мы все еще на Контрактовой площади. И здесь конечная многих трамваев. Вот отсюда отходят трамваи в разные стороны. Один из них ходил, не знаю как сейчас, прямо в Пущу Водицу. То есть очень долгий маршрут, который шел на окраину города и за город. Хотя Пуща Водица сейчас считается частью Киева, но практически это отдельный поселок. А вот этот вот подземный переход раньше кишил продавцами. Здесь были торговые палатки вот прям возле каждой стены. А сейчас здесь, я вам скажу, уже слышу тишина, прохладный воздух и никого. Вообще никого. Кто был здесь раньше, кто бывал и видел это, вы, наверное, тоже изумитесь. Я вас уверяю, вот под каждой стеной стояли ларьки. Это проход к метро был. С этой стороны вход в метро закрыт сейчас. И вот теперь здесь просто пустой подземный переход, который служит во время ракетных обстрелов бомбоубежищев. Да, Вполне. место для укрытия. Мы же хотим здесь пройтись, прогуляться между домами. Здесь как бы тихое и красивое место, такое тусовочное, я бы сказал. Здесь есть и магазинчики, и ларьки, и банковские отделения, и ресторанчики. То есть львівські пляцки тут. Я не знаю, что такое пляцки, ты знаешь? Книгарня тут. В общем, уютное место. Вот это вот, кстати, был вход в метро, но сейчас он закрыт. Ну что, люди ходят, бегают по делам. В основном суетятся туда-сюда. Хотя нет, есть и такие, которые сидят на лавочках, просто слушают музыку в наушниках или ждут кого-то. Сейчас приятно сидеть на улице, уже не холодно. И люди потихоньку начинают выползать из своих нор в домах. Кстати, я хотел вам рассказать одну историю про людей, которые здесь живут. Дело в том, что у меня есть один друг, который занимается ремонтами в квартирах. Так вот, он мне рассказывал, что делал здесь на Подоле квартиру одному богатому человеку, который, долларовый миллионер. Это было еще 10 лет назад, если не больше. Вот интересная инсталляция, да? Это кафешку так украсили. Так вот, где-то здесь на Подоле он делал ремонт у одного человека, у миллионера долларового. И этот миллионер как-то ему в разговоре сказал: знаете, $1 миллион это не так-то и много. Что там того миллиона? Всего лишь купил себе квартиру, купил хорошую машину, и $1 миллион кончился. Как вам такая информация? Посмотрите, какое здесь движение сегодня. Вот парень кришнаит стоит, агитирует за своих. Старенький домик, церковь дальше, машины ездят. Напомню, разгар рабочего дня,
Сейчас мы здесь в неположенном месте пытаемся перейти дорогу. Ну, машины здесь ездят не быстро, поэтому перейдем. Дело в том, что выяснилось, что этот миллионер с Подола, он на самом деле родом из того же города, откуда и мы с Ладой, и наш друг, из Сум. И потом выяснилось, что этот человек сделал себе капитал там, в Кролевце. То есть в Сумской области у него было предприятие, которое его отец, ну, как бы на паях получил в конце 90-х. Знаете, вот раньше тогда советские предприятия часто попадали приватизировались людьми, которые были в начальстве. Ну, то есть начальники предприятий советских быстренько их раздеребанили и получили себе нехилый наварчик. А потом покупали себе квартиры вот в таких домах. Не знаю, это жилой дом или это просто какое-то офисное здание. Посмотрите, какая архитектура здесь. Ресторан Одесса, мама, причем, да. Вот. И выяснилось, что нашего друга отец тоже работал в Кролевце в то же самое время и тоже в начальстве, в этом же предприятии арматурном. То есть, представьте, один человек миллионер, а второй у него плитку кладет. И выясняется, что у них обоих отцы работали на одном предприятии советском, в начальниках. Это такое совпадение, просто я не знаю. Ну, мы когда услышали эту историю, мы были в шоке. И что выходит? Значит, почему вышло такое неравенство? Один миллионер, другой просто плиточник. Потому что папа нашего плиточника оказался человеком честным, причем борцом за справедливость. И он не воровал. Он даже пытался бороться с системой и был диссидентом. Ну и поэтому, как бы, несолоно хлебавший, не урвал себе кусок предприятия. Вот так наш друг остался, как сказать, без папиных денег. Мы сейчас вышли на улицу Нижний и Верхний Вал, не знаю, какой именно. Ну, они здесь рядом, то есть, если это Нижний, то Верхний. Если это Верхний, то Нижний. Вот они, это такой бульвар. Смотрите, вот это самый центр Подола. Если ехать туда, то попадаешь на рыбацкий остров, Днепр в той стороне. Давайте мы пройдем немножко еще в ту сторону. Я вам дорасскажу эту историю и на этом остановимся. Трамвайчики ходят, гремят. Надеюсь, вы чувствуете с нами эту атмосферу. Уже появились эти велосипеды, которые можно брать в аренду, Bike Now. Если мы когда-то захотим покататься, мы возьмем. Но я вам скажу, мы не катаемся только из-за Лады. Лада немножко побаивается. А, кстати, есть эти самокаты. Как ты насчет самокатов? Ну, на самокатах, может быть, и попробуем. да. Но самое интересное, это финал этой истории, вот этой всей, про миллионера и плиточника. И финал этот связан именно с нами. Дело в том, что этот честный человек, который не урвал себе в конце советских времен, 90-е годы, кусок предприятия в маленьком городке под названием Кролевец, этот человек мой тесть и Ладин папа. А если бы он был нечестным, я вот задумываюсь над тем, может, мы с тобой тоже были бы сейчас миллионерами. А ты знаешь, $1 миллион не такие-то и большие деньги. Купил квартиру на Подоле, Феррари, и деньги кончились. Как Одесса находится на берегу моря, так Подол находится на берегу Днепра. О, Лада уже примеряется покататься. Слушай, ну мы выделим специальный день для того, чтобы научиться прийти, подключиться и покататься. А сейчас давай посмотрим на Днепр.
Здесь есть какой-то арт-причал. Интересная локация. Начинается с того, что мы спускаемся по ступенькам, и здесь как картинная галерея просто у нас. Вода спокойная, как в озере. И там вижу сцену. Мне кажется, летом, когда тепло, и когда работает это кафе, которое сейчас под брезентом, и на этой сцене, скорее всего, выступает кто-нибудь. Здесь просто потрясающая атмосфера, здесь, наверное, много людей. Но именно благодаря тому, что сейчас еще здесь никого нету, мы можем вот так свободно здесь гулять, смотреть и никому не мешать. Все, друзья, благодарим всех, что досматриваете наши видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм. Всех любим и ждем вас в следующих наших путешествиях. Пока.